Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я расскажу вам об игре, которую мы с моим мужем Алексеем разрабатываем сейчас. Все началось с того, что я хотела сделать небольшую законченную игру. Все наши предыдущие проекты имели довольно внушительный масштаб и, следовательно, предполагали под собой довольно длительную разработку. Идея пришла ко мне очень быстро. Я хотела сделать лабиринт, где главному герою, оказавшемуся в этом лабиринте, нужно было выбраться из него. Предполагалось, что все будет выполнено в мрачном сеттинге с темной атмосферой. Направление движения герой будет выбирать из двух вариантов – двигаться ему вправо или влево. При этом карту лабиринта игрок будет строить у себя в голове. Когда я рассказала эту идею Лёше, он тут же ее поддержал. В процессе обсуждения концепция игры немного изменилась. Теперь по сюжету девочка по имени Магнолия ищет свою подругу Рут, чтобы вместе отправиться на прогулку. Сам лабиринт состоял из экранов, а игрок, управляя Магнолией, уже сам выбирал, в каком направлении ему двигаться. Согласовав концепт, мы принялись за работу. Лёша занялся программированием. У нас уже был готов свой движок, который Лёша написал еще для самого первого нашего проекта. Для работы над Магнолией мы решили использовать его. А я занялась созданием главной героини. Я задумалась над ее дизайном. Мне хотелось, чтобы она была маленькой миленькой девочкой. Поэтому для создания этого персонажа я выбрала стилизацию под чиби. До этого я всего пару раз рисовала чиби-персонажей, поэтому задача стояла передо мной не из легких. Потом я перешла к созданию анимаций. Я много смотрела на примеры из Пинтереста, несколько раз редактировала и перерисовывала походку Магнолии, но все равно осталась не до конца довольна результатами. Но я подумала, что лучше продолжить работу с тем результатом, который есть, чем не продолжить вовсе. И передала готовые спрайты Лёше для добавления в движок. Этот момент всегда наполнен для меня магией, когда статичные картинки вдруг складываются вместе и приобретают движение. Таким образом появился небольшой прототип, где Магнолия могла ходить по полянке. Я начала рисовать новую локацию. Вот так она выглядела. Это должна была быть поляна со статуей кота в углу. Статуя окружена камнями. Камни должны были говорить игроку о том, что дальше прохода нет. Здесь возникли первые трудности. Лёша сказал, что нужно будет делать слои на карте из тех изображений, за которые Магнолия может и не может заходить. И хоть он уверял, что никакой проблемы с его стороны и написания кода не было, я ощущала большую проблему для себя. Ведь теперь каждый фон в процессе отрисовки мне нужно было разрезать на маленькие пропсы, которые были на переднем плане, а потом тратить время, чтобы это все расставить в игре. Это очень увеличивало затраты по времени с моей стороны. С другой стороны, делать для Магнолии плоские локации совсем не хотелось. В общем, забуксовав на этом моменте, я предложила Лёше попробовать перевести разработку в 3D. Признаться, я немного опасалась этого шага. Со стороны выглядело, будто бы я, столкнувшись с первыми трудностями, беру и сразу перепрыгиваю на другой движок. Но Лёша сказал, что проблемы нет, и работы сделано не так-то и много. Поэтому мы можем просто собрать игру в 3D до такого же состояния, как 2D-прототип, а потом сравнить и понять, где лучше продолжать работу. И я решила попробовать. Уже имея 2D-спрайт, я довольно быстро сделала модельку Магнолии в 3D. Теперь из трудностей к непривычной для меня чиби-стилистике добавилось и низкополигональное моделирование. Но на этот раз результат меня устраивал. После того, как модель была закончена, нужно было сделать для нее скелет и добавить в движок. Немного времени, усердия, и работа готова. И вот уже трехмерная Магнолия ходит по первой трехмерной локации. Траву и цветы я делала для этой локации сама. Для своей игры мы взяли готовый шаблон с видом сверху. Я хотела, чтобы виды двух магнолий, 2D и 3D, совпадали, чтобы их было удобно сравнивать. Сравнив два прототипа, я поняла, что в 3D мне работать намного комфортнее, и получившаяся картинка нравилась мне куда больше. Таким образом, мы решили продолжать работу над проектом уже в Unreal. На данный момент я уже сделала некоторые пропсы для игры.
такие как деревья, камни и кусты. И начала работу над следующим персонажем игры – Рут. Это та самая подруга Магнолии. Сейчас у нее готова моделька, и теперь следующим шагом нужно добавить ее в движок. Леша усовершенствовал предложенный шаблон и добавил повороты камеры, а также зум, чтобы было удобнее рассматривать локации. А еще приделал Магнолии возможность ходьбы на кнопке VAST. Мы решили, что было бы интереснее не только рассматривать локации в поисках Рут, но и получать комментарии от Магнолии, где она делится своими мыслями о том или ином предмете. Сейчас мне предстоит работа по наполнению локаций, среди которых Магнолия будет искать Рут. А Леша планирует приступать к написанию системы реагирования на точки интереса. Вот так у нас сейчас обстоят дела. Пожелайте нам удачи в разработке. Игрой мы, как и всегда, занимаемся в свободное от основной работы, а сейчас еще и от ухода за ребенком время. Следить за актуальным ходом разработки можно, перейдя по ссылкам в описании под видео. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих моих видео.